такой человек, он вообще не способен отличить свои чувства, свои желания от желаний, эмоций, потребностей других людей. Там все слито. Вот как в детстве было, вот так оно и продолжается. И границы у него, ну, до крайности размыты. Он вообще не понимает, где у него начинаются, где у него кончаются границы, где вообще его желание, где желание мамы, там, где его желание, там уже есть желание начальника. Он не знает, кто он на самом деле. Происходит это из-за того, что в детстве его просто не отражали. Вот каждому ребенку, пока он растет, нужно говорить, какой он. То есть родители должны его отражать. Они должны ему говорить: ты умный, ты немножко нетерпеливый, допустим. Но всего этого не происходит. То есть ребенок, вырастает, вообще не знает, какой он. Его не отразили. Он понятия не имеет, какие у него качества, чем он хорош, чем он плох. Вообще ничего. Вот белое пятно. Да? То же самое происходит с желаниями. Поскольку желания были неправильными в детстве, они заморозились, они где-то там глубоко подавлены. И получается, что человек не знает, чего он хочет вообще. Ну, как бы, нет желаний. Где они? Нету. Выполняем желания других людей. Здесь часто такой человек будет испытывать скуку, да, чувствовать, что его существование бессмысленно, будет чувствовать пустоту, потому что ну, он уже сформировал для себя вот эту стратегию совладания с ситуацией, он уже решил для себя, что его желания неправильные, и поэтому он ничего не хочет. Вот вообще ничего не хочет, или то, что рядом находится, просто ему не подходит. Вот. И на этом этапе он начинает ощущать скуку, да, ну, заморожена эмоциональная потребность в эмоциональном контакте, заморожены все желания, и человеку становится скучно. И он начинает чувствовать, что жизнь-то бессмысленна, жизнь пуста. А тут еще вокруг куча людей, и у всех какие-то свои проблемы, какие-то требования к нему, и все это надо удовлетворять, потому что такой уже сформировался внутренний кодекс, что желания других людей должны удовлетворяться. И он тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы делать правильные вещи, удовлетворять желания других людей, быть хорошим, да, быть послушным, и так далее по списку. Вот во внутреннем кодексе, который туда родители заложили, там и социум еще там потоптался, да, вот это все он должен как бы реализовывать. А подсознательно-то он этого не хочет. Подсознательно где-то там у него есть и желания, и мечты, и потребности, вот так хорошо утоптанные внутрь. И он заставляет себя делать правильные вещи через «не хочу» и сливает огромное количество энергии. Потому что ну, ему это на самом деле не нужно. Это действительно из-под палки происходит. Таким людям еще очень свойственно ругать себя, критиковать себя, повторять внутри вот те высказывания, которые он на себе слышал или слышала от родителей, да, что ты там плохая, ты вот это, ты плохая хозяйка, ты там, не знаю, и вообще ужасно сейчас подготовилась, и экзамен сдала плохо, и там и коллеги на тебя косятся, вообще ты какая-то не такая. Вот это все может голосом мамы внутри так вот крутиться, ну, либо собственным уже голосом, да, себя шпыняешь постоянно там за любую, даже самую маленькую, какой-то там самый маленький промах, да, себя уже просто раскатываешь. И что еще? Любое желание, которое случайно сформировалось, да, это такой колоссальный сразу вызывает волну вины и стыда, потому что нельзя желать неправильно, он все равно желает чего-то неправильного, такой человек, да, ему за это стыдно, стыдили, вероятно, в детстве, и поэтому отсюда стыд, отсюда вина, да, и он, как правило, редко говорит вообще о своих желаниях и очень не любит кого-то обременять просьбами. Он никогда ничего не попросит, потому что он себя сразу же накрутит, что это неправильно, что это плохо, что он обременяет других людей. Но при этом-то мы знаем, что он сам выполняет эти просьбы кого угодно, да, даже там каких-то посторонних людей он готов выполнить просьбы, чтобы не быть плохим в их глазах. Сюда же, кстати, вот это зависимость от лайков в соцсетях, да, потому что, ну, если меня похвалили, вот я выложил пост, меня похвалили, значит, я хороший, значит, я соответствую тому внутреннему кодексу, по которому живу, да, я сделал что-то правильное. А если меня не похвалили, то это ужасно. Вот, кстати, такие люди, они еще воспринимают как критику отсутствие комментариев или какой-то нейтральный комментарий. То есть это всегда должно быть позитивно. Отклик всегда должен быть позитивным, тогда им как-то становится легче. А если отклика нет или отклик нейтральный, то этот человек, он себе додумает, что значит, я что-то сделал не так, значит, на самом деле то, что я сделал, не понравилось.
И у таких людей, как правило, очень нестабильная самооценка. То есть она вроде как чуть-чуть растет, когда он что-то сделал, и его похвалили. Вот в этот момент он растет, она растет, самооценка. А потом вот, не дай бог, его не похвалили или, ну, еще и раскритиковали, дали какую-то обратную связь какую-то не очень позитивную, и все, и самооценка обрушивается, да. Он внутри себя знает, что он нехороший, что он плохой, и тут еще и внешняя какая-то оценка, да, кто-то еще это подтвердил, и все, самооценка упала.